И хорошая большая площадка. У вас перебор сейчас с ресницами. Я хотела это сделать. Это человек, который видит лицо. Нахожу вот эти точки все. Я бы выбрала убрать хвост. Выщипала волоски. Гравитация, это ее никто не отменял. Они работают медленнее. Всем привет! Сегодня у нас 5-й день, вот прям это зенит, середина курса. Сегодня у нас Венди делает 3 моделей, Натали 2, как мы собирались. С Натали мы будем не спеша все разбирать. Ну и девочки, 2 наших внутренних мастера делают тоже по 3 модели. Вот здесь у нас на этих 2 кушетках мама с дочкой, и у них одинаковая ситуация. Бывают такие брови, которые просто, если ты их обведешь, ты просто испортишь, усугубишь проблему. Они очень низко расположены, с возрастом опускаются еще ниже, плюс худое лицо, не особо есть место, куда поднять их, чтобы поднять, в принципе. Небольшие виски, не очень высокий лоб. И вот тут работа будет сложная. И в первом, и во втором случае. А здесь, в принципе, хорошая большая площадка для работы, им будет проще. Сохранить побольше своих волосков, а здесь можно будет тоже вот так прорисовать и вот парочку еще сохранить вот этих. То есть можно, тоже хорошая форма, отлично. То есть это более открытая. Она как бы, да, классическая, но я, может быть, просто не привыкла к толщине. Нет, это нормально. Не. У вас, знаете как, то есть перебор... это будет не толще, чем вот у Даши, да? Да. Чем у Даши? Не, она даже как бы чуть тоньше смотрится. У вас перебор сейчас с ресницами. Не с бровями, реально, вот правда. То есть, если вас не пугают ресницы, то бровь, вы к ней привыкнете и будете вообще кайфовать ходить. Поэтому определитесь именно с формом. Это с изломом, это такая более открытая. Выбирайте. Ну, наверное, с изломом даже. She like your form. She likes your one. В этих 2 случаях обычная классическая, в принципе, форма, большая площадка, где можно сделать много. Вот у девушки русой, у нее очень много волосков. Хоть они и светлые, но их очень много, и в этом случае мастер тоже не особо может уйти на пустую кожу, потому что вот этот рельеф между большим количеством волосков своих и пустой кожей, на которой что-то нарисовано, он никогда не будет смотреться натуральным. Почему мы всегда стараемся сохранить максимум. А вот в этих 2 случаях, хоть и волоски довольно рельефные, мы... Да, просто я тебя перекрикиваю, поняла? Вот в этих 2 случаях, чтобы изменить и улучшить, мы вынуждены убрать хвосты. Вот прям вынуждены. Там по сантиметру хвостов надо будет прям четко убрать. Ну и, естественно, мы не можем убирать хвосты, не спросив клиента. Вдруг она хочет свои оставить. Что важнее, слушать клиента и его пожелания или мастера? То есть мастер – это человек, который видит лицо, хороший мастер, мы говорим о хорошем мастере. Это человек, который видит лицо, видит, как его улучшить, как украсить, что изменить, чтобы украсить, какая форма этому лицу нужна. И клиент, который много лет портил себе лицо, выщипывал, неправильно выщипывал, либо доверял людям, которые не соображают, там все вот эти косметологи, бровисты, которые просто что-то пощипают, там свои 500 рублей возьмут и отправят. Я считаю, что надо слушать мастера. Но мастер это должен быть хорошим. То есть, если ты видишь в портфолио работы и изменения лица, которые тебе нравятся, иди к этому мастеру и его слушай. Если ты попал просто непонятно кому, как бы не доверяешь внутри, то тогда, вообще не надо попадать к таким мастерам. То есть, прежде чем ты куда-то идешь, надо смотреть портфолио, читать отзывы и так далее. Поэтому обычно у нас такой компромисс. Клиент говорит, что он хочет, как он себя видит, а мастер говорит, свое мнение, и они к чему-то общему приходят вот в течение рисования вот этого времени, когда они рисуют процедуру. Поэтому как бы всегда компромисс, потому что, допустим, мне ты фиг навяжешь мнение. Оно у меня на все свое, и как бы нет вариантов, что там стилист оденет меня как клоуна, сказала я и махнула на него. Широкая, шикарная бровь, взяли поверху, выщипали, она бах, упала. За счет того, что вверх несло. У меня получается вот низ вот этот вот убран. В вашем случае никто особо погоду не сделает, потому что они у вас просто растут вниз. То есть вот здесь я вообще не добавляю.
She doesn't add чтобы anything попытаться here. сохранить восходящее у тела брови направление. И как бы сохранить максимальное количество волосков своих. Just Теоретически есть же вот эти всякие штуки, когда укладывают их, и они вверх смотрят, но они работают максимум там 3 недели. Короче, вот в таком случае я бы выбрала убрать хвост, потому что вот эти волоски, которые почти на глазу лежат, сохранять смысла нету. Они визуально, получается, опускают, да? Конечно, конечно, они вам делают вот этот унылый вид. Она выщипала волоски в хвосте, не спросив клиента, просто выщипала. Так нельзя делать, потому что некоторые клиенты не хотят этого, они хотят сохранить каждый волосок и не готовы идти на такие вот прям меры, когда бах и нет хвостов. Но здесь, конечно, ситуация, когда по-другому и нельзя, но она обязана спросить клиента всегда, прежде чем она возьмет и что-то кардинально изменит в лице. Это, ну, в нашей сети это норма. Все мастера сначала спрашивают, показывают, рисуют эскиз, говорят, вот мы удалим, она, ну, когда получают одобрение, тогда только удаляют. Но они у себя, видимо, есть просто мастера, которые вообще так, жих, и сбрили бровь. Она им мешала, она там не там находилась, еще что-нибудь. Вот эти возрастные изменения, гравитация, это ее никто не отменял. Они всех настигают. Ну, у кого-то сильнее выражены за счет того, что просто изначально брови расположены как бы ниже, чем хотелось бы. Есть с возрастом небольшие изменения, а есть с возрастом прям очень большие изменения. Ну, гравитационный птоз штука плохая. Ну, никуда не денешься от нее. Именно здесь нам важно, кроме того, что мы визуально подняли бровь, как могли, карандашом, открыли ее, ну, с эскизом, тут еще и надо направление волосков нарисовать вверх. Тут есть свои фишечки, когда при помощи волосков и распределения акцента можно еще как бы визуально поднять. Потому что классический вариант – это когда, ну, как бы бровь заполняют, и ее самая яркая часть по низу, но это опустит еще ниже ее. А мы распределим насыщенность сейчас по верхней части брови, чтобы еще попробовать визуально унести бровь вверх, такой эффект лифтинга создать. Мы почти закончили работу на моделях, на утренних, так как эта работа сложная и у них, ну, гораздо меньше опыта, чем вот у этих мастеров. Они работают медленнее, они боятся испортить, и, ну, это такой момент переломный, когда либо начинает портить от излишней самоуверенности, либо очень боятся испортить и много раз поверхностно, недостаточно глубоко, чтобы вот пигмент остался. И, ну, лучше пусть так, чем портят. Ну, почти заканчивают, в принципе, и маму, и дочку уже. Так как они работают на себя, им нужны клиенты, и клиенты к ним придут только если будут видеть классные работы, это в их интересах. Они потратили огромные деньги, чтобы приехать на другой конец земного шара вообще, и как бы не взять максимально того, что им дают, они, надо быть дураком просто, потому что все это им пригодится в зарабатывании денег. А если они не смогут, ну что, это их проблема. Больницы, знаешь, как академии медицинские выпускают кучу врачей, которые плохо работают и мочат своих клиентов. В их случае они просто, ну, просто испортят кому-то лицо, и к ним не придут клиенты, и они не смогут заработать деньги. Ну, меньший ущерб как бы клиенту, но надо быть дураком, чтобы не взять по максималке все, что дается. Но нам надо здесь дорисовать в головках и попытаться чуть-чуть, может быть, перенести излом. Но он ярко выраженный, здесь не получится взять его и прям перенести. То есть, если немножко дорисовать во внешней части брови и сформировать головку, то это получится прям отличная классическая бровь. Ну, насколько возможно в наших силах, чтобы сохранить все. В принципе, они на хорошем расстоянии от глаз находятся и достаточно симметричны. Вот просто немножко не хватает, да, в головках. Но тут ей надо не переборщить, чтобы не сдвинуть их слишком сильно близко к носу.
Она хочет сделать губы и брови. Очень часто студенты приезжают и хотят сделать себе процедуру, но очень часто они приезжают с испорченными уже лицами. И, в плане, вот допустим, вот у нее они синие, какие-то сиреневато-синие. Тут можно работать корректором, но это сложная работа, она многоэтапная. То есть корректор, зажило, через месяц надо сделать коррекцию, чтобы была красивая форма уже и красивый цвет. И, возможно, еще поработать корректором, если зажило недостаточно хорошо. И вот она сейчас хочет сделать все. Но сегодня мы сделаем губы, про брови подумаем, потому что реально надо 2 раза делать процедуру, чтобы было красиво. Но сейчас она пойдет делать губы. У нас конец дня, 5-й день. Сегодня Венди сделала 2 процедуры, 3-ю она отменила, потому что хочет сделать губы себе. А Натали сделала 2 процедуры, теперь практикуется. Завтра квест. Прям вот я должна это сделать. Она должна сама поработать полностью, чтобы я не вмешивалась, не отрисовывала за нее вот эти первичные схемы, которые она потом обводит. Вот прям. Завтра 2 модели, послезавтра сделаем уже 3, чтобы она ускорилась. Все, все молодцы.